Я приветствую вас, представители знака Зодиака Близнецы, на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 марта. Давайте узнаем, что же там скоро случится. Что скоро произойдет, или как мы часто спрашиваем, что по судьбе. И уже совсем ведь это скоро. Весна, мои дорогие, на пороге. Вот давайте узнаем, что или чего ждать, или что вас ждет. К чему приготовиться, одним словом. Как события, обстоятельства, которые происходят вокруг вас, окажут влияние на вашу жизнь. В каких сферах жизни вам, возможно, доведется принимать важные решения. И первая колода – это у нас 78 дверей, открыты двери или закрыты. Каковы эти ключи? Вот ключи как знаки судьбы. 3 карты мы с вами достанем. Просто потоковая информация, без вопроса. С чем, может быть, будут связаны именно события ближайшего времени, ближайших дней, с 1 по 10. И рассмотрим карты, выпавшие значения карт, с позиции позитивной психологии, позитивного мышления. Будем добрее к самим себе. Итак, первый знак судьбы, как подсказка. Совет от карт. Второй знак судьбы. И третий. О чем нам расскажут? Что будет в центре вашего внимания, мои дорогие близнецы? Ну и продолжим на колоде Таро, как ключевое, первое или самое главное, может быть, событие, или вокруг чего будут формироваться обстоятельства, чем вы будете заниматься, или как энергия. Итак, ключевое событие, важное событие, что вас ждет. И следующее, каковы неожиданности. Возможно, вас что-то удивит, или, ну, это будет внезапно, скоро. И третье, так что же прояснится, зачем все это было нужно. Вот основные такие события, палитра событий с 1 по 10. А теперь 3 карты по основным сферам жизни. И первое, что ждет? В личной жизни, в любви, в отношениях в целом. Что ждет в работе? И финансовые также, что вас ждет? Давайте будем открывать. Первый знак судьбы. Какая подсказка для близнецов в самом начале весны? А вот смотрите, паж жезлов – это всегда информация. Либо информация, у кого-то это могут быть дела, связанные с вашими детьми, даже пусть это взрослые дети. Куда-то вы будете перемещаться, получать от них тоже какие-то известия, принимать участие в жизни детей, может быть, и так. Где-то это может быть внезапно и неожиданно, вас может удивить какая-то информация, полученная от детей. И, может быть, это будет даже касаться вопросов работы, которые у кого-то будет связаны именно вопросы работы. Может быть, это у кого-то и пересекается и ваша работа, и работа, может быть, вашего взрослого ребенка. Но для кого-то это напрямую все-таки жезлы, дела, работы, бизнес. Это какие-то, ну, новости по части тех дел, которые вы сами для себя наметили, у кого-то документы. И иногда мы учимся по этой карте. Что это такое? Давайте проясним. И у кого-то это вопросы, связанные, правда, с документами, законом, организацией жизни. По сути дела, ведь император – это организация. Но это буквально могут быть какие-то инстанции, в которые вы отправляетесь, конторы, высокопоставленные лица. С другой стороны, это вы, мои дорогие близнецы, все же это для вас карта выпадает. Это когда вы, знаете, как концентрируете свое внимание на каком-то вопросе. Я бы сказала, знаете, наверное, именно с 1 по 10 марта. Вот если мы спросили, что ждет, вы по какому-то вопросу точно определитесь. Если до этого были сомнения, или до этого были какие-то разногласия, или вы что-то, да, скорее всего, именно так. Вы определяетесь по очень важной теме, которая долгое время не решалась. Вот, может быть, кто-то ищет работу, кстати, значит, есть возможность эту работу найти. И тогда нужно рассматривать очень реально. Но вы как раз реалисты. Ну, видимо, у кого-то будет вот как работа в рамках закона. Я имею в виду, что вот вам, может быть, в какой-то необходимый срок еще, да, вот именно какое-то дело, историю, какой-то сюжет решить, завершить, подвести вот к какому-то логическому знаменателю, вполне вероятно. Потому что, может быть, раньше не хватало как будто или сил, или средств, или вы не знали, на что соглашаться, или будет это для вас
иметь какое-то продолжение. Вот здесь, знаете, как даже сложные сюжеты, они больше как концентрирование, что ли, становятся, и более обозначен путь. Вот именно с позиции, на что соглашаться, а на что, может быть, и нет. Потому что есть, и в этом вам помогает тройка мечей. С одной стороны, ваше внутреннее, может быть, и ну, где-то сложное такое состояние эмоциональное, которое было в прошлом, опять же, любая тройка – карта будущего. Но вот теперь наш какой-то отрицательный опыт нам отчасти помогает вот как раз и определиться, и не отложить что-то на потом. Вам какой-то сложный опыт буквально помогает сделать такой своеобразный прорыв. С чем это связано все же? Ну, у кого-то, может быть, это связано и с личной жизнью, но у кого-то, правда, дети, решение каких-то вопросов, или это именно вопросы любви. Мы все разные, мои дорогие, но аркан император – это ведь всегда символ власти, поэтому я допускаю, что вы будете какие-то согласования проводить, или пусть не согласования, а узнавать, как в отношении вас работает закон, готовить какие-то документы, что-то явно просчитывать. И открыты двери или закрыты, я вам должна сказать, что все двери открыты. Вот для вас абсолютно все. Даже вот в этой карте, да, которую мы часто воспринимаем так, ну, не очень, она нам нравится, тройка мечей, а ведь, по сути, это карта здорового равнодушия. Это то, что нас цепляло эмоционально, мы понимаем, ну все, вот какие-то застенки, какие-то рамки, они как будто закончились. По королю кубков здесь тоже приходит такое, ну, где-то здравомыслие, потому что, может быть, нам прежде мешали какие-то эмоции, много эмоций. Вот это все завершается, и больше рационализма появляется, и здесь, с учетом пажа жезлов, смотрите, какие-то двери для вас открываются. Возможно, это вы кому-то открываете двери, потому что мы можем находиться, в любой позиции героев, да. Может это быть и молодой человек, как это к вам кто-то стремится с подарком. Я должна сказать, у нас еще первая декада марта может быть связана с возвращением бывших каких-то экс-партнеров. У кого-то личная жизнь, у кого-то по работе, какие-то прежние контакты. Но и явно диалог здесь получится. Но выводы и организация – вот тут это будет все целиком и полностью где-то зависеть от вас. На что вы, иными словами, решитесь. Вот, видимо, решать вам что-то придется. А главное, вам уже захочется. Второй знак судьбы – королева кубков. По факту у нас выпала пара. Поэтому у кого-то, мои дорогие, эти вопросы будут связаны именно с оформлением, продолжением взаимоотношений. Может быть и так. Или семья, да, вот опять же, семейная тема все же у вас присутствует. Но второй знак судьбы. Иногда королева кубков говорит об ожидании. Поэтому я больше вижу, что, опять же, дверей закрытых нет. Нужно разобраться с какой-то позицией, в которой было ожидание. И причем сделать это красиво. Вот четко нам карта говорит. Нам вот и мы, глядя на рисунок, который на карте изображения, мы не очень хорошо понимаем, что там человек делает. Открывает он этот грот, либо наоборот задвигает, закрывает. И вот всегда семерка жезлов, я говорю, это когда воздействует кто-то на нас. А мы вот так холодно, рационально, карта императора, для себя проясняем, в чем вы будете участвовать, а в чем нет. На что вы согласитесь, а на что нет. Поэтому ожидание, оно завершается. Но и еще и вы как свои позиции словно делите надвое. Кому вы рады, а кому не очень. Кому вы доверяете, а кому определенно, ну, как минимум, нужно быть внимательному. Какие вопросы вы готовы рассматривать, а какие нет. Вам хочется больше порядка в жизни. Вот похоже, что вы с 1 по 10 как раз будете этим заниматься. Третий знак судьбы. Оно имеет вес, оно имеет смысл, правда, вопросы опять же дома. Тут на самом деле у кого-то недвижимость будет, у кого-то бизнес, решение финансовых вопросов. Ну или опять же повторюсь, дети, ваши любимые люди. Здесь вот знаете, все может перекликаться. И личная жизнь, и вопросы дохода, все-таки десятка пентаклей, ну и недвижимость тоже. Ну вот, видимо, наступает время, когда вы себе говорите «пора». Давайте несколько конкретизируем. Главная тема, главный ключевой вопрос. Что же там случится, что произойдет? А вообще шикарно. Во-первых, это карта финансового дохода. И хоть и кубки, иногда я называю, пусть не в этой колоде, да, здесь нам показано это Таро ведьмочек,
Сидит наша ведьмочка на берегу моря и очень даже довольна. Ну, может быть, и реки. Но самое главное, знаете как, с одной стороны, мы, конечно, можем думать, если говорим, что это карта отчасти эгоиста, что у нас сейчас как-то выравнивается та или иная ситуация. Это, безусловно, вас вдохновляет. Есть какой-то положительный момент с 1 по 10. Может быть, кто ищет работу, есть возможность найти работу. Но всегда девятка– это преддверие перемен. Но больше она именно говорит о финансах. И здесь финансы воздействовать могут так, что да, вы какую-то тему решите, может быть, финансовую или связанную с недвижимостью. Может быть, мы можем все же свести к финансам, потому что в конечном итоге это где-то деньги, да? Мы можем договориться, но мы можем сказать самим себе, что а нет, вот сейчас я доволен тем моментом, который у меня есть. А здесь карта, посмотрите, говорит, тебе близнец, близнецы точнее. Вам, мои дорогие близнецы, судьба помогает на далекий период времени. Тут действительно, с учетом аркана император, вам нужно организовать просто необходимо свою жизнь как в новом форматоре или в новом ключе. Тут самое главное не видеть, да, вот если мы говорим эгоист, не хочу ничего делать или меня все устраивает. А карта напрямую, все же звезда– это выбор правильного направления, причем на долгий период времени. Поэтому я смело говорю, вы действительно, вот как по этой семерке жезлов, вы определяете, что вы будете продолжать, а что завершать. Может быть красиво, элегантно. Какие вы приоритеты в плане людей, в плане общения. А для вас самый главный элемент– это надежность. Надежная работа, ваше надежное положение, точно так же надежные люди. Это время, когда вы шаг за шагом, количество или много, ваш знак отличает умение быстро перестроиться. Но, может быть, и вот это жизненное любопытство, оно вам и дает как фору вперед, быстро, ну, где-то быть гибче. Ну, а мы проживаем в эпоху перемен, и для многих из нас сложновато. Но это ваше время, оно совсем скоро настает. Я не говорю, что там само по себе какие-то чудеса начнут происходить, но я и не исключаю. Много интересных, таких, знаете, как по судьбе мы говорим, да, или какие-то не случайные случайности. Но все же карты нас приглашают вас, мои дорогие, определяться с учетом какого-то более далекого периода или дистанции. Для кого-то из вас это будет буквально работа, может быть, в интернет, вторичный заработок. Это вы будете продумывать. Но видите как, с 1 по 10 вы не просто сами определяетесь, я бы сказала, у вас что-то стабилизируется. Не без помощи высших сил или каких-то обстоятельств. Но это не время успокоиться. Это время задать себе какую-то более далекую дистанцию. И определяетесь вы, возможно, ну вот буквально с 1 по 10 марта. Давайте узнаем, так а что же вас тут удивит, каковы неожиданности? Вот аркан император, я, наверное, все сказала уже, да? Организация жизни по-новому. Карта судьбы. Очень часто мы говорим о правосудии как карта кармы. Всегда причина и следствие. Поэтому все то, что я говорила вот по колоде 78 дверей, да, по выпавшим картам, что вы определяетесь, организовываете свою жизнь по-новому. Но в этот период у нас могут некоторые бывшие вопросы, ну, в том числе и бывшие люди, или взаимоотношения, или нерешенные какие-то проблемы. Вот их как будто нужно решить сейчас, или, по крайней мере, на долгий период времени понимать, как я буду это делать. И причем с учетом закона. Поэтому у кого-то из вас действительно путешествие по инстанциям, для кого-то из вас прежние темы, может быть, и связанные с работой, у кого с чем. Старший аркан тут может быть любая сфера жизни, но когда вам нужно однозначно что-то определить. А если нам возвращаются какие-то темы, то это мы как должны провести работу над ошибками. Может быть, это нам доведется именно, что-то согласовывать, проходить, к примеру, по работе собеседования, да, или проходить какие-то проводить встречи с предыдущей какой-то историей, сюжетом, который был вам знаком, может быть, по работе. Мы как будто, можем анализировать, чем мы прежде занимались,
И в зависимости от того, какой эквивалент мы от полученной работы получили, хотим мы это продолжать или нет, или можем мы это продолжать или нет. Но тут явно какая-то ситуация, опять же, из прошлого, которая у вас вызывала очень много негатива. Вот вам это надо, ну, свою жизнь, отталкиваясь от того, что какую-то ошибку мы не можем совершить, проанализируйте, правда, тут аналитика, а вы мастера по аналитике и интеллекту. Мы явно не должны, знаете, это как взять что-то и притянуть искусственно из прошлого и сказать: "Вот я сейчас буду действовать прежними методами или буду чего-то ждать". Вот явно нам карты говорят, что вот нет, тебе этот период дается для внутренней какой-то перезагрузки. А к чему же это все идет? Что прояснится? Зачем все это было нужно? Ну, наверное, все то, что я сказала. Десятка мечей, изящное завершение. Вот как будто поезд так дальше не пойдет. Ну, я иносказательно надеюсь, вы сленг мой понимаете. Это как, знаете, какой-то путь, рельсы закончены, да. Для того, чтобы пойти дальше, нужно этот состав переместить на какую-то другую линию. И она может быть разная, разные размеры, разная сама по себе конфигурация. У кого-то придется передумать вот именно тот вопрос, который вам покоя не дает. Он не может быть, мои дорогие, решен именно с прежним подходом или прежними методами. И у кого-то это работа, у кого-то это личная жизнь, а у кого-то это все вместе, может быть и так. И денежная ситуация. И здесь главное ведь что-то выравнивается, главное событие, да, мы говорим. В основе всего, наверное, будут все-таки лежать финансы. Так что уже тут прояснится. Очень показательно, да. Ну, вот так у нас были карты. Первое — изящное завершение. Мне очень нравится, как трактует десятка мечей. Часто я говорю: "Закрыть в прошлое дверь". Ну, где эта дверь, мы говорим, да? Что за дверь? А Колет Барон Рид трактует именно изящное завершение. То есть предыдущие события, они говорят вам о том, что вот как бы если ты будешь действовать или надеяться на то, что ты прежде надеялся, или, может быть, ждал вот буквально, да, что вот оно завтра там образуется. Но тут нет, тут все равно придется действовать самому, потому что, по сути дела, это пороговое значение между прошлым и будущим. И если это прошлое, нулевой аркан, будущее наступило, мои дорогие, оно практически у вас на пороге. Да, тут нельзя сглупить. Здесь нельзя понадеяться на какого-то человека, который может водить за нос. Здесь нельзя понадеяться и на свои иллюзии, безусловно. Все же у нас всегда нулевой аркан, как на краю обрыва находится человек. Безусловно, это хорошее настроение. Безусловно, желание путешествовать, желание реализовать какой-то свой план. Но его нужно, опять же, в какую-то организацию переместить. Причем от того, что это будет, организация, имея в виду нашей жизни. Адаптация, может быть, к той ситуации, которая сложилась. И вот какие вы наметите для себя вехи? От этого и будет строиться далекое будущее. Давайте узнаем, что ждет в личной жизни, в любви, во взаимоотношениях. Ух ты! Вообще ваша карта. В некоторых колодах карта мага. В одном углу верхнем левом это символ Меркурия, в правом близнецы или иногда Дева. Ну, потому что оба знака управляются именно Меркурием. Может быть, это есть контакты с человеком, который тоже либо родился под знаком зодиака Близнецы или Дева, или имеет там асцендент. Ну, может быть, личная жизнь, больше тут, конечно, о вас самих. И, безусловно, по магу нет ничего невозможного. Но какую-то сложную тему вам придется переиграть. Маг силен именно тем, что он действует, конечно, в рамках и с учетом сложившихся обстоятельств. Но он не говорит для себя, допустим, да, что я именно буду действовать только так, как я предполагаю. А гибкость, да, мы часто говорим великий манипулятор, но это ведь, по сути дела, противостояние силы ума и интеллекта силам природы, обстоятельств. Это когда мы что-то переиграем. Может быть, не перегнуть где-то палку, потому что сознание здесь может пытаться управлять именно где-то чувствами, но на этом пути очень легко перегнуть палку. Вот мы с вами говорили, девятка у нас вверху. Нельзя не заметить какие-то
перемены или, может быть, перемены как обстоятельства, законы меняются, или какая-то обстановка, где вот вы проживаете в местности, тоже что-то меняется. Вот это нужно все учитывать, потому что мы здесь не можем замечтаться, к примеру, в каком плане? Ну, не быть очень самонадеянным, я должна это сказать. Мы, если вы долгое время хотели осуществить какой-то проект, это тоже нельзя оставить без внимания, все же карта мага. Потому что то, что мы долгое время с чем-то или с кем-то не соглашались, может быть, вы соглашались как раз, когда вас уговаривали, а какую-то часть своей души все-таки это эмоции, это личная жизнь, взаимоотношения. И вы могли, ну, принимать какое-то положение, потому что, ну, либо вы к чему-то привыкли, либо вы приходили к выводу, что вот я еще подожду, и по этой карте мы рискуем, что какая-то лава, мы ждали-ждали, а потом какая-то ситуация, которую мы отложили на потом, словно вулкан может взорваться. Вот примите это к сведению. Что это означает? Но у вас в любом случае победа. Определяться придется. Не достаю следующую карту. Маг-победитель. Вот буквально так. Но как-то действовать умело. Может быть, победитель– это реальные действия. Более того, которые должны быть подкреплены, может быть, на законодательном уровне. Или то, что хочет маг совершить. Наступает время, когда вот вы можете словно встретить людей, которые, ну, вам где-то помогут, и не отказаться, а сказать, что ну не, я подумаю. Тут, скорее всего, и по личной даже жизни вам придется с чем-то определяться. И потом эту победу удерживать. Может быть, это и касается взаимоотношений. Вот, понимаете, тут есть ведь всегда резон, шанс замечтаться. Потому что маг, у вас явно что-то получается, у вас явно что-то доброе, ну, происходит, чем вы останетесь действительно довольны. Но больше нам, с учетом некоторых позиций, с которыми вот как знаки судьбы, причем без вопросов мы эти карты, да, как потоковая информация, вот ты как будто сейчас решаешь. Но это ожидание, да, прежнее, или какой-то прежний опыт, он должен быть учитываемым. Если мы рискуем всегда соскользнуть, понимаете, вот в какую-то прошлую историю. А по сути дела, это карта выздоровления. Вот у вас даже и по части взаимоотношений, пусть это разные люди, или пусть это вопросы семьи. Здесь, мои дорогие, давайте подведем итог. Здесь, понятно, себе не навредить, и все же какую-то ситуацию вам нужно прояснить, это факт. Здесь решение какого-то требует ваша либо личная жизнь, причем вашего, и от того, как вы решите, такие будут и победы. Но давайте узнаем, что ждет в работе. Я бы сказала, посмотрите, карта победителя, карта праздника после победы. У кого-то пусть на работу, работа на дому. Мы ведь часто по четверке жезлов говорим, что это, ну, как вопросы дома. Пусть это не работа, у кого-то именно согласование высоких инстанций по части недвижимости. Пусть это не результат сам по себе, но те действия, которые вы именно предпринимаете, что-то узнаете, с кем-то переговариваетесь или ищете информацию по части работы, ну или в конечном итоге это все равно будет означать какой-то денежный вопрос. Работа– это деньги, недвижимость– это деньги, с учетом именно этой выпавшей карты. Значит, у кого-то, может быть, вы на пенсии, но тем не менее жилищная тема, она у вас есть, к примеру, в том или ином эквиваленте. И, может быть, она как раз и с деньгами где-то перекликается. Поэтому есть и победа, есть и праздник. Может быть, вот как раз маг– это ваша личная жизнь, зависит отчасти от решения. Место пребывания, проживания у кого-то так. Но самые две шикарные карты. Не упустите, мои дорогие, близнецы, какое-то благоприятное время. Благодатную почву, так и хочется сказать, потому что для вас, ну, доброе время наступает, правда? Здесь нужно учитывать, наверное, тот момент, что не упустить время будет очень важно. Потому что мы же можем, вот как по девятке кубков сказать, что да, нет, я тут ничего не хочу, как было, пусть так оно и остается. И тогда мы рискуем. Рискуем не просто каким-то коротким моментом, а потерять как равновесие на долгий период времени. Но в конечном итоге, что ждет в деньгах, финансы?
Но вот смотрите, когда в наших раскладах на двух колодах выпадают одинаковые карты, это всегда как знак судьбы. Вам действительно по судьбе, да, вот что ждет, мы спросили, или что по судьбе, что скоро случится с 1 по 10. Вот четкий какой-то обозначенный отрезок вашего пути, когда вы должны с чем-то, с кем-то определиться. Либо вы закрываете, как вот, да, кому-то вход в вашу жизнь, либо вы будете готовы что-то продолжать. Либо вы от чего-то все-таки, тут есть эквивалент того, что мы прежним методом уже не можем пользоваться. Давайте что же по финансам достанем еще? Пару карт. Тройка жезлов, любая тройка, повторюсь, это карта будущего. Это здесь мы есть такой момент, мы как будто останавливаемся на полдороги. Это не имеет в виду ожидания. Нет, мы тут как будто перепроверяем, все ли у нас готово для будущего. Для кого-то из вас конкретно финансы и личная жизнь пересекаются. Или вопросы пары, вопросы семьи. Вот очень символично, что опять же двойка жезлов и тройка жезлов. Обратите внимание, да, люди стоят. Здесь как будто планы новые, да? И наш молодой человек держит вот этот земной шар прозрачный, как будто пытается заглянуть в будущее. И, по сути дела, это построение планов. Но когда уже есть понимание, что если я буду действовать, как и прежде, я ничего не добьюсь. Это карта понимания. Да, где-то двойка говорит о том, что мы на ситуации или в ситуации выбора находимся. Но вот дальше у нас выпадает тройка жезлов. Это уже все ясно. Это мы уже определились. Просто вот это, знаете, как на полдороги, я сказала, заминка, когда мы понимаем, что мы из прошлого с собой возьмем в будущее, а что изящно завершим. И финансы не на последнем месте. Перекладывайте на себя, ну вот такими по видению карт будут 10 дней, первая декада марта для вас. Но у вас огромные возможности. Не упустите, хочется сказать. Нельзя пропустить вот это доброе время, хотя энергии будут такие, что хочется расслабиться как раз, потому что победы все-таки присутствуют. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете мне очень душевные комментарии. Оставайтесь со мной, мои дорогие близнецы. Подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.